иммунитет. Добро пожаловать в пекинский иммунитет. Ваше превосходительство, уважаемый президент Лукашенко Александр Григорьевич, добро пожаловать в Пекинский университет. Соответственно, в 2016 и 2023 годах вы дважды посещали наш университет и состоялись очень теплые обменные беседы между вами и нашими преподавателями и студентами. Вы также возложили большие надежды на гуманитарное образовательное сотрудничество между Китаем и Республикой Беларусь. Александр Григорьевич, вот вы сегодня в очередной раз приехали в Пекинский университет, чтобы присутствовать на выпускной церемонии первого набора студентов совместной образовательной программы Пекинского университета и Белорусского государственного университета. Это в полной мере свидетельствует о вашем высоком внимании к образовательному сотрудничеству между Китаем и Беларусью, а также говорит о вашем внимании и поддержке Пекинскому университету. И здесь разрешите мне от имени всех преподавателей и студентов Пекинского университета выразить вам самое горячее приветствие и самую искреннюю признательность. Уважаемый товарищ секретарь, откровенно говоря, заезжая в университет пекинский, я, честно говоря, чувствую себя здесь уже как дома. Вроде бы все знакомо, и это место, этот зал, где мы с вами сегодня встречаемся, поэтому не обессудьте, я дома. Еще будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы ребята, которые будут у вас учиться, пускай это будет 5 человек, как сейчас, может быть 10 человек, но чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг, и все это во имя той практики, того производства, которое будет основано на образовании, которое наши ребята получат здесь. В данном случае 5 ребят, которые здесь обучались, они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий. И прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен, если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество. Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа, вся наша большая программа межгосударственная была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики, но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Ну, попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета. Вы знаете, что 25 самых одаренных в биологии ребят, молодых белорусов, получили фактически по этой программе знания. Они уже сегодня все с удовольствием
трудоустроены у нанимателей определенных, они с удовольствием пригласили их на работу. Я знаю, что и китайские компании готовы были принять на работу эти 25 человек, и особенно россияне в этом были кровно заинтересованы. Но у меня жестокое требование: получив образование в вашем университете, ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня, и производить конкретные лекарства в данном случае для лечения раковых заболеваний в Беларуси. Вчера председатель КНР согласился с такой логикой, отторжения не увидел.